Наш мир никогда не стоит на месте. Мы постоянно стремимся к новым горизонтам, развивая технологии и науку. Поэтому предлагаю вам перенестись в будущее и узнать, какие технологии и инновации нам предстоят. С вами канал Фактопс, и в этом выпуске я покажу вам 8 самых невероятных мегапроектов будущего. Погнали! Артемида. Артемида – это инициатива НАСА, которая направлена на отправку астронавтов на Луну уже в 2024 году. Целью проекта является создание постоянной базы на Луне, которая будет служить отправной точкой для дальнейших миссий в космос, таких как колонизация Марса. В рамках проекта Артемида планируется использовать новые технологии и инновационные подходы, чтобы сделать миссию на Луну более эффективной и безопасной для астронавтов. В частности, НАСА намерена использовать новый космический корабль Орион и ракету Space Launch System для доставки экипажа на Луну. Кроме того, в рамках проекта Артемида планируется провести ряд научных исследований, которые помогут расширить наши знания о Луне и ее ресурсах. Это может включать изучение лунных грунтов, поиски воды и других ресурсов. И, как мы уже сказали, исследование возможностей использования Луны в качестве базы для дальнейших колонизаций космоса. Проект Артемида уже получил поддержку от правительства США, и НАСА продолжает работать над его реализацией. Если миссия будет успешной, то это может стать важным шагом в направлении полноценной колонизации Луны и дальнейшего исследования космоса. Кстати, стоимость проекта оценивается в $35 миллиардов США. The Ocean Cleanup. Это глобальная инициатива, которая направлена на борьбу с загрязнением океанов пластиковыми отходами. Основной целью проекта является создание системы, которая будет способна собирать пластиковые отходы из океана и перерабатывать их в полезные материалы. В рамках проекта The Ocean Cleanup были разработаны специальные устройства, которые позволяют собирать пластиковые отходы из воды. Они оснащены системой автоматической сортировки, которая позволяет отделить пластик от других видов мусора и переработать его в полезные материалы. Кроме того, проект The Ocean Cleanup проводит активную работу по просвещению общественности о проблеме загрязнения океанов и важности ее решения. Организация также сотрудничает с правительствами и другими организациями, чтобы создать более эффективные механизмы борьбы с загрязнением океанов. Проект The Ocean Cleanup получил широкую поддержку со стороны общественности и многих организаций по всему миру. Если миссия будет успешной, то это может стать важным шагом в направлении сохранения нашей планеты и ее ресурсов для будущих поколений. Плавучий город. Ocean X City – это амбициозный проект, который был представлен компанией Ocean X в соавторстве с Unhabited на конференции ООН по жилищным и городским вопросам, проходившей в 2019 году в Кении. Идеей проекта является создание экологически чистого города на плаву, способного вместить достаточно много жителей. Конструкция города состоит из модулей, выполненных из устойчивых материалов и соединенных между собой. В каждом модуле будут проживать до 300 человек. Главной идеей проекта является принцип кругового общества, в котором все производственные отходы перерабатываются и утилизируются, и люди живут в балансе с миром природы. Город включает в себя жилое пространство, открытые территории, подкультурные мероприятия, зоны для выращивания свежей органической пищи, а также инфраструктуру для создания специализированных компаний. Среди главных преимуществ Ocean X City является возможность уменьшения выбросов, меньшее использование земельных ресурсов и более эффективное использование природных ресурсов. Одной из целей этого проекта является предоставление жилья бедным и средним слоям населения, а также создание более доступного и экологически чистого места для жизни в условиях глобальных изменений климата. Поворот китайских рек. Проект стартовал в 2002 году. Его цель заключается в переброске вод реки Янцзы на север в бассейны рек Хонхэ и Хай. В соответствии с планом должно быть построено 3 канала длиной 1300 километров каждый, по которым северные засушливые части страны будут перебрасываться в воды реки Янцзы. Вы спросите, зачем китайцам это понадобилось? Дело в том, что климат на севере Китая гораздо более сухой, чем на юго-востоке, а Янцзы гораздо более полноводным, чем Хуанхэ и Хай. К тому же Янцзы регулярно вызывает сильные наводнения в низменных частях страны.
Стоимость реализации по оценкам составит от 59 до 500 миллиардов долларов. По состоянию на 2012 год было потрачено около 34 миллиардов. По оценке на начало 2014 года было потрачено более 79 миллиардов долларов. Проект полностью должен быть запущен к 2030 году, однако этот проект вызвал неоднозначную реакцию общественности. Новый шелковый путь. Мегапроект, предложенный правительством Китая в 2013 году, направленный на расширение торгово-экономического сотрудничества между Китаем и странами Азии, Европы и Африки. Основой проекта является строительство новых железнодорожных и дорожных маршрутов, которые соединят Китай с различными регионами мира. В рамках проекта также осуществляется строительство портов и инфраструктуры для ускорения перевозки товаров между странами. Проект «Новый шелковый путь» имеет глобальный характер и имеет огромный потенциал для развития экономического сотрудничества между странами и регионами, а также для укрепления культурных и туристических связей. Он будет способствовать укреплению коммерческих и экономических отношений между странами и развитию международной торговли. Масдар. Экогород Масдар-Сити был создан с целью создать экологически чистый и устойчивый город. Он расположен в Эмирате Абу-Даби, Объединенных Арабских Эмиратов. Строится в 17 километрах к юго-востоку от столицы страны. Вблизи международного аэропорта Абу-Даби в экогороде используется исключительно возобновляемая энергия, такая как солнечная и ветровая. Различные технологии используются для улучшения качества воздуха и воды, а также для устранения отходов. Все здания в экогороде оборудованы системами сбора дождевой воды и системами энергосбережения. Многие люди с интересом следят за развитием города и считают его примером для подражания. Экогород оказался очень популярен среди исследователей и туристов, которые приезжают сюда, чтобы увидеть, как жители этого города стараются сделать мир более чистым и устойчивым. Было много трудностей и препятствий на пути к созданию экогорода Масдар-Сити, но благодаря упорству и творческому подходу его создателей, проект потихоньку превращается в реальность, и с каждым днем он становится все более успешным и вдохновляет многих людей по всему миру на создание экологически чистых городов. Hyperloop. Проект Hyperloop – это революционная технология транспорта, которая может значительно сократить время путешествия между городами. Он был предложен известным миллиардером Илоном Маском и представляет собой высокоскоростную систему транспорта, использующую вакуумную трубу, в которой движется капсула с пассажирами. Идея Hyperloop может решить многие проблемы, связанные с перевозкой людей на большие расстояния. Система позволяет сократить время путешествия вдвое и даже втрое, благодаря скорости, достигающей 1200 км в час. Более того, такая система транспорта может быть более экологически чистой, чем автомобили и самолеты, так как она использует электрическую энергию. Конечно, есть множество технологических и инженерных вызовов, которые необходимо решить, прежде чем Hyperloop станет реальностью. Однако уже сейчас проект привлекает внимание инвесторов и ученых, которые проводят множество исследований, чтобы создать самую эффективную и безопасную систему транспорта. Hyperloop – это не просто новый проект, это изменение мира, которое может улучшить нашу жизнь и наше будущее. До конца проект пока не реализован, однако попытки Маска добиться разрешения глав многих государств на использование этих поездов до сих пор продолжаются. Jeddah Tower. Этот проект был создан для того, чтобы воплотить все возможности современной архитектуры и инженерии в одно удивительное здание. Оно расположено в городе Джидда, Саудовская Аравия. Высота башни достигает 1008 метров, что делает ее самой высокой постройкой в мире. Основной задачей проекта было создать здание, которое включало бы решения в области экологии, устойчивости и эффективности, в то же время соответствуя местным традициям и культуре. Одной из главных особенностей Jeddah Tower является то, что она оборудована системой ветросборника, которая позволяет использовать природные факторы для производства электричества. Это делает ее более экодружественной и позволяет существенно сократить выбросы углерода. Помимо этого, Jeddah Tower будет иметь многочисленные другие инженерные решения, например, позитивное воздействие на жизнь животных, создание новой среды для организмов или улучшение качества воздуха. Также внутри здания будут расположены квартиры, офисные помещения, многочисленные туристические объекты.
рестораны, магазины и спа-салоны. Реализация проекта Jeddah Tower была возможна благодаря команде профессионалов из разных стран, в том числе известных архитекторов, инженеров и экспертов по устойчивости. Ожидается, что после завершения строительства Jeddah Tower станет одним из самых востребованных туристических объектов в мире и будет служить примером миллионам людей, желающих создавать устойчивые и экологически дружественные постройки. Какой из этих мегапроектов кажется вам наиболее перспективным? Расскажите в комментариях. И не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.